Аниме начинается с того, что беловолосый мальчик участвует в конкурсе, где будет решено, кто станет лучшим кондитером в мире. Позже мы заметили, что зрители поражены его шедевром, поскольку он испек величественный торт высотой 2 метра. Видя реакцию публики, гордится своим творением. В этот момент, окруженный пирожными других участников, дает ему ощущение, что он находится в стране, сделанной из конфет. Именно поэтому он убежден, что наконец победит и осуществит свою детскую мечту. Затем конкурсантов приглашают представить свои торты. Мальчик пытается поднять свой торт, но внезапно теряет равновесие и его сбивает собственное творение. Оказавшись на земле, переживая свои последние минуты передышки, сожалеет о том, что не осуществил свою мечту, чувствуя, что Бог был очень жесток, потому что он умрет, прежде чем сможет осчастливить людям с их искусством. Внезапно ты слышишь голос кого-то, кто оказывается Богом, кто предлагает тебе второй шанс. Таким образом, главный герой получает свое новое имя и возрождается как Патрик Майл Мантор. Во время смены сцены мы встречаем Кассирола, отца Праты, ветерана войны, который обучает пастри владению мечом. Мы обнаруживаем, что прошло 9 лет с тех пор, как Прата родился в этой семье, где о нем заботились милая мать и 5 старших братьев и сестер. Кроме того, его отец обрабатывал эти земли более или менее 20 лет, пока им не удалось вырастить пшеницу и ячмень с помощью жителей. Однако эти поля непригодны для производства сахара, поэтому у них редко бывает возможность съесть что-нибудь сладкое. Думая о сахаре, Эль Прата придумывает несколько рецептов, которые он мог бы попробовать, что явно отвлекает его от тренировок. Затем к ним подходит глава семейных дворецких по имени Фоуилл и сообщает им, что урожай бобов в этом году был обильным благодаря советам Прата. С другой стороны, несколько бандитов, которые прошли через графство Ретес, направляются к Молтеру, угрожая урожаю этого года. Поэтому Кассироль предлагает ему обратиться за помощью к графу Деритесу, но Фавайлер предупреждает его, что сомневается, что граф согласится, потому что это может повредить его репутации за то, что он нарушил закон. Я позволил этим бандитам сбежать. Пока Фавайлер и Кассера обсуждают с ним, как лучше расправиться с негодяями, Пастри погружается в свои мысли и понимает, что ему нужно что-то сделать, чтобы обуздать их, поскольку это мешает его планам по созданию более сладкой страны. Из-за этой ситуации отец Прата предлагает провести церемонию совершеннолетия кондитера. Позже Запеканка и Прата встречаются с Агнес, самой матерью кондитера, чтобы сказать ей, что им нужно провести церемонию посвящения. Она возражает против церемонии, поскольку Прата еще слишком мал, чтобы считаться взрослым. Тогда Запеканка говорит ей, что ей хорошо известно, что хитрость кондитера и владение мечом намного превосходит парней его возраста. Следовательно, владеет пером и мечом так же хорошо, как и взрослый. Поэтому я прошу тебя, чтобы все было готово к отъезду примерно через 3 дня. Больше нечего обсуждать. Агнес звонит сестре Пастри, чтобы обе убедились, что у нее ничего не пропало, и что она идеально подходит для их церемонии. Впоследствии мы узнаем, что, будучи младшим братом с 5 женщинами, с детства к нему относились как к своей личной кукле. К тому же, когда были его старшие сестры, ситуация была еще хуже, что заставляет его стремиться как можно скорее достичь совершеннолетия. В другой сцене мы видим Прата и его отца на окраине деревни, где все жители деревни собрались, чтобы пожелать им счастливого пути. Там мы обнаруживаем, что магическая способность керосина — это телепортация, позволяющая ему немедленно добраться до королевской столицы. Увидев разные фрукты, Прата дает волю своему воображению о сладостях, которые он мог бы приготовить из этих ингредиентов. Заметив энтузиазм своего сына, Запеканка обещает ему купить все, что он пожелает, и без проблем проходит церемонию. Поэтому кондитер зацикливается на яблоке, которое есть на рынке, и его отец объясняет ему, что этот фрукт немного кисловатый и выращивается в северных землях. Поэтому как странно видеть ее в столице. Тогда Прата предлагает, чтобы они выращивали это на своей территории, так что Запеканка считает нормальным, что его будущий преемник будет интересоваться иностранной продукцией. Однако Пастри думает только о том, что если выращивание будет успешным и он станет хозяином, это может стать реальностью его мечты из страны полной сладостей. Здесь мы можем заметить, что сам Прата считает себя немного Вилли Вонкой, а его отец со своей стороны считает, что благодаря его таланту его титул передается по наследству. Они будут очень богаты и станут военной державой. Затем они направляются в церковь, где их встречает священник, похожий на панду, что вызывает у Праты большое восхищение. Затем Кассироль сообщает ему, что он там, чтобы провести церемонию посвящения его сына. Эта просьба несколько необычна, что удивляет его отца,
поскольку эта церемония обычно проводится в возрасте от 3 до 15 лет, а у Праты на данный момент есть только один ребенок 9 лет. Тем временем Джесси спрашивает Фавел, из чего состоит настоящая церемония совершеннолетия, поскольку когда она представила его, у нее также не было магической силы, которая не прошла следующий тест. Это беспокоит его, потому что он боится, что его брат может оказаться в такой же ситуации. Тогда Фавеле говорит ему не беспокоиться об этом, потому что он верит, что Прата сможет пройти через это без каких-либо проблем. Он также говорит ему, что ему не следует беспокоиться, так как это тоже не имеет большого значения. Сначала они измеряют количество магии, а затем оставляют тебя в темном месте, где ты ничего не можешь видеть или слышать в течение нескольких часов. Поскольку магия — это огромная сила, скрытая внутри человека, чтобы извлечь ее, необходимо противостоять только невзгодам, и он умеет сопротивляться. Впоследствии мы видим, что прошло 1,5 дня с тех пор, как Пастринга заперли в комнате, и Запеканка беспокоится о благополучии своего сына, в то время как его мать и отец, как мы видим, находятся в состоянии стресса. Что Прата очень взволнован, думая о том, что он сделает с яблоками, которые обещал ему его отец. Он также планирует купить сахар, и пока он думает о конфетах, его ничто не беспокоит, поэтому пребывание там кажется ему забавным. Тогда он замечает, что хочет наполнить мир сладостями и заставить всех улыбнуться своими творениями. И он уверен, что причина, по которой он перевоплотился в этом мире, заключается в создании единственной существующей страны сладостей. Внезапно странный свет окутывает его и наполняет его тело волшебством. И сразу же первое, что он видит, открыв глаза, это самого своего отца, который сообщает ему, что церемония успешно завершена, и что с тех пор, как он там, прошло целых 2 дня. Позже его отвели в молитвенную комнату, где отец сказал ему, что если он действительно обрел свои силы, он должен быть в состоянии понять то, что он собирается ему прочитать. В этот момент в голове Протона начинают появляться различные образы, которые показывают ему, что он может перевоплощаться и воспроизводиться. Таким образом, он понимает, что отрывок, который читает священник, относится к самой магии. В конце концов, отец замечает ему, что Прата получил такую силу, какой обладают немногие в мире. Поэтому Кассироль в знак благодарности делает предложение церкви, что священник с радостью соглашается. Однако после того, как они уходят, отец понимает, что данной суммы недостаточно, чтобы помешать ему рассказать о том, чему он был свидетелем в тот день. Во время смены сцены мы видим, что бандиты опустошают каждую деревню на своем пути и что они не согласны с тем, что они сделали. Сокровища, которые они собрали, поэтому они направляются в Монтое. Затем мы видим, что Кассирол и Эль-Прата ведут подготовку к нападению бандитов. Внезапно к ним приходит Фауль с плохими новостями, и они сообщают им, что преступники разорили все деревни, которыми управляют рыцари башни Губ. Это очень удивляет Кассирола, так как они прибыли в столицу около 3 недель назад, и на этот перевал бандиты прибудут раньше, чем планировалось. Поэтому он приказывает Проте позвать лидеров других деревень, а также Стриагу и Глаз. Немедленно Пастри следует указаниям своего отца и полон решимости победить бандитов любой ценой, поскольку это мешает его планам создать страну полную сладостей. Впоследствии мы видим, как Кассира привел его к жителям других деревень, чтобы минимизировать ущерб. Кроме того, они собрали всю еду на складе, с которой он сможет продержаться максимум 7 дней, если будет есть 1 раз в день. Позже Ламита и Марк встречают Прота и называют его молодым хозяином, что неудобно, поскольку они его друзья детства. Затем он приказывает им собрать все возможные камни и, если они что-нибудь услышат, немедленно вернуться в деревню, потому что бандиты уже в пути. Через некоторое время, собирая камни, Марк слышит вдалеке шум и направляется с Лумита, чтобы предупредить остальных. Эта новость заставляет жителей деревни нервничать. Они не уверены, что смогут остановить преступников. Однако Кассира берет на себя управление ситуацией и говорит всем сохранять спокойствие, так как если бандитам удастся проникнуть внутрь, они причинят вред его людям, заберут все, что у них есть. Ваша еда и ваши дома останутся. Тем не менее, он не собирается этого допускать, но ему явно нужна помощь каждого. Таким образом, он делит жителей деревни по секторам и встречается с Фавилом, чтобы разработать план. Тогда Фавил говорит ему, что, скорее всего, бандиты думают о нападении утром. С другой стороны, Панерола замечает ему, что у него, вероятно, не так много еды и припасов, потому что из-за прошлогодних морозов урожай на землях был скудным. Так что он явно уверен, что у него мало еды и припасов, что даже если я причиню им вред, они нападут на деревню сегодня ночью. Хотя Фаули беспокоится, что если они не придут, они напрасно будут держать жителей деревни в напряжении. Кассироли спрашивает Прота, что он думает о ситуации, и тот отвечает ему, что им не хватает некоторой информации. Сначала они должны точно знать, сколько это мужчин и сколько у них еды. Из-за этого Пан решает отправиться на разведывательную миссию и оставляет все на попечение Пастри. Тем временем его отец говорит ему, что они нападут на бандитов,
и он предпримет обходной путь, чтобы вернуться на север. Как только они покинут лагерь, Прата дает указания, чтобы пока Кассироли и Фоли нет дома, если они услышат стук лошадиных копыт, каким бы незначительным ни был шум-звук, стреляйте огненными стрелами в том направлении. В этот момент Лу и Марк, которые явно сопровождают его в лагере, спрашивают его, не беспокоится ли он о том, что стрелы могут попасть в его отца. Прата отвечает ему, что пропущенная стрела вряд ли попадет в Кассирола. Потом Мас вспоминает, что однажды отец Праты прогуливался недалеко от того места, где они играли. И дело в том, что там упал камень, даже не увидев его, а потом их отругали за то, что они не были осторожны. К тому же пастырь говорит ему, что стрелы помогут им сориентироваться, поэтому Марк предлагает им телепортироваться в лагерь. Однако эта способность ограничена по весу, поэтому было бы явно сложно включить фаула и лошадей. Наконец, Прата отправляет Марджи к Луми на их позиции и говорит им, что рассчитывает на их поддержку в этой битве. С другой стороны, мы видим, что те, кому поручено присматривать за детьми и женщинами, это Агнес и Джесси, что показывает нам, что жители деревни полностью доверяют смертным. После этого его отец подходит к Проте, дает ему свое благословение и просит его быть немного осторожным. Как только пастырь прощается со своей матерью, он понимает, что если он не защитит свои владения, он не сможет осуществить свою мечту. Поэтому он полон решимости достичь этого любой ценой, поскольку его мечта о создании страны сладостей будет иметь смысл только в том случае, если он сможет защитить своих людей и сделать их счастливыми. В этот момент Эль Прата понимает, что намерение его отца состоит в том, чтобы битва закончилась той ночью, даже если для этого потребуется выдать себя за приманку. Имея это в виду, он разговаривает с жителями деревни и просит их привести всех детей мужского пола. Сразу после этого мы видим, как Кассироли и Фабула едут верхом недалеко от лагеря бандитов. Внезапно Фабула останавливает движение и использует свою способность видеть на расстоянии, чтобы сообщить Кассиролю, что ситуация хуже, чем они думали. Им удается увидеть 70 человек, которые кажутся бывшими кавалеристами и, кроме того, берут заложников из других деревень, которых они, похоже, используют в качестве рабов. Эта новость указывает на Кассирола, который твердо заявляет, что не допустит, чтобы его люди закончили таким образом. Затем мы видим, что бандиты уже заметили, что соседние деревни пусты. Кроме того, они перекрыли доступ к воде, поэтому они не могут запастись водой. Предводитель бандитов понимает, что им придется атаковать этой же ночью, так как у них нет припасов. И внезапно Панерола и Фоли удивляют бандитов неожиданным нападением. Однако главарь бандитов сразу понимает, что они опытные рыцари и что они стремятся прорвать их ряды. Он инструктирует своих товарищей уклоняться от них, но уже слишком поздно, потому что все бандиты в ярости. Видя, что они попались на удочку, Панерола и Фабули собираются бежать, и лидер бандитов немедленно замечает это, но уже слишком поздно, чтобы контролировать своего друга-команда. Так как они в ярости, он бросается за ними, намереваясь прикончить их, и впоследствии мы видим, что Блэкейдж насторожен, ожидая звука лошадей. Однажды он слышит, как он выпускает горящую стрелу, как ему велел Прата. Это предупреждает Тревуда, чтобы он предупредил жителей деревни о прибытии бандитов. С другой стороны, Пан и Фави видят стрелу и понимают, что это остатки Прата. Однако, благодаря этому бандиты теперь знают точное местоположение деревни. Таким образом, они предполагают, что у них должно быть есть план, и решают отправиться на запад, чтобы помешать бандитам нанести ущерб посевной. Мы сразу видим, что это был план Праты с самого начала, и что он пришел к выводу, что его отец отправится на запад, чтобы предотвратить ущерб. И таким образом они могут застать врасплох бандитам. Затем мы видим, как Кассирол и Фавели огибают ручей, огибающий деревню, ведя бандитов по всему краю. В этот момент на них сверху обрушиваются горящие камни. Заметив это, предводительница бандитов приходит в ярость, уворачивается от всех камней и пытается подойти к ней поближе. Поэтому жители деревни пытаются остановить ее топорами. Но предводитель более искусен, поэтому они выглядят так, как будто они не в себе. Вынуждены защищать объект и отступать. Однако лидеру бандитов удается прорваться через барьер, и он встречает Блэкейджа, который потрясен, увидев всех преступников, идущих за ним. Несмотря на численную разницу между обеими сторонами, Глакаю и Кону Триагу удается сократить разрыв с помощью своих рыцарских навыков. В этот момент мы видим, что дети не побежали в укрытие и продолжают бросать камни в бандитов, ранив нескольких. Увидев это, лидер бандитов направляется к указанным детям, но ему мешает Прата, и он получает порез в руке. Бандит немедленно берет его в заложники и ставит их в невыгодное положение, а затем приказывает своим товарищам позаботиться о детях. Сразу после этого Прата видит раненого бандита с ожогом на лице и повторяет эту рану другим бандитам, заставляя всех корчиться от боли.
Это шокирует лидера бандитов, который слишком поздно понимает, что Пастрис волшебник. На следующее утро стража направляется в главную резиденцию, где находится мать Прота. Она спрашивает его, выиграли ли они битву, и он отвечает, что да, в дополнение к тому, что они захватили десятки бандитов. Затем она спрашивает его о своем муже и сыне, и охранник сообщает ему, что Кассероль невредим, но что Пастри ранен в руку. Получив эту новость, Агнес падает на пол, беспокоясь о своем сыне. Затем Джесси, который был рядом с ней, быстро спрашивает охранника, не является ли это незначительной травмой. И тот с сожалением кивает, понимая, что это почти создает недоразумение. Однако Джесси задается вопросом, что случилось с его братом и его отцом, которые не вернулись домой, зная, что их преследует Жду. На этом мы видим, что кондитер очень воодушевлен, инструктируя жителей деревни распределять еду и товары, которые были у бандитов, между другими деревнями. Затем Кастрюля и Фол обнаруживают, что организуют бандитов, и Фо спрашивает его, какую награду он должен получить за поимку бандитов, оставленных графиней сбежать. Казера отвечает ему, что ему придется вести переговоры, но они, по крайней мере, должны компенсировать расходы и убытки, вызванные блокадой двух деревень из-за войны. Преступники. Во время смены обстановки мы видим, что Кассероль и Эль Прота находятся со списком жителей деревни, которые оказали большую помощь в противостоянии с преступниками. Бандиты. Первым, кого вызывают, является Глакаджа, который получает в награду копье и серебряную монету. Они внезапно вызывают Хумита и любят тех, кто спорит из-за того, что их вызывают одновременно. Тогда они говорят им, что за их великую храбрость и отвагу они будут вознаграждены очень редким мечом для каждого и мешком ячменя. После этого Луми и Мар направляются домой, а за ними следует Прота, который поздравляет их с их великой работой. Однако они огорчены похвалой и скромно говорят, что сделали только то, что могли. А затем добавляют, что они рады, что среди них не было погибших. Наконец-то они добрались до дома Марка, где их ждет его мать. Он взволнованно рассказывает ей, что получил меч и мешок ячменя, на что его мать говорит ему, что самой большой наградой для нее является то, что он вернулся домой здоровым. Затем он спрашивает Прота, доставил ли его сын ему много проблем, на что тот отвечает, что Ламита и Марк будут незаменимы для будущего Мантеля. После этого они направляются в дом Луми, где его дедушка и жители деревни ждут их с напитками и едой, чтобы отпраздновать его победу и его успех. Прибытие. В этот момент Марк говорит, что готов попробовать напитки, на что один из жителей деревни отвечает ему, что им это и не снилось, так как пусть они пьют молоко. Дедушка Луми поздравляет их с их усилиями, говоря, что он никогда не думал, что наступит день, когда они заставят его так гордиться. И вот мы видим, что наконец-то Прота может немного успокоиться и сосредоточиться на приготовлении конфет, давая волю своему воображению. В этом мы видим, как Ламита и Марка используют эту возможность, чтобы сбежать с места происшествия и направиться туда, где содержатся преступники. Однако охранники отказывают им обоим в доступе, поэтому они придумывают план, как заставить их покинуть свой пост и прокрасться тайком. Оказавшись внутри, они встречают главаря бандитов, который говорит им, что меч, который он носит на поясе, был его и что он был убит. Прежде чем его казнят, он хотел бы научить его, как правильно ее использовать, чтобы он мог использовать магию. Услышав это, глаза Марка загораются, и он вытаскивает меч. Затем лидер бандитов говорит ему, что ему нужно волшебное слово, чтобы активировать его силу, но это очень опасно для его подруги. Поэтому он говорит ему: «Пожалуйста, подойди ближе». Марк автоматически делает это, но мы видим, что бандит уже снял с его рук повязку. Он внезапно наносит удар Марку в живот, отрывает меч от земли и полностью освобождается. Затем лидер бандитов бросается на Луми и ранит ее ножом в живот. Она падает без сознания на землю из-за сильной боли от удара. Внезапно лидер хватает Марка и использует его как щит, чтобы сбежать, явно оставив своих товарищей позади. Он хватает лошадь и собирается бежать с Марком на руках. Во время смены сцены мы видим, как сельский житель прибывает на вечеринку, которую устраивает дедушка Луми, где также находится Прота. Он сообщает ему, что Лумита ранена, а Марка похитили. Пастри немедленно направляется на место происшествия и видит, что Луми без сознания. В этот момент он приказывает охраннику остановить кровотечение любой ценой, независимо от того, останется ли у него шрам. Затем он просит других охранников указать ему, куда направился преступник, и те говорят ему, что он уехал на запад. Затем Пастри едет верхом туда, где находится бандит. Там мы обнаруживаем, что на пути, по которому пошел злодей,
Прата расставил ловушки перед битвой, которые все еще действуют. И в худшем случае он планирует получить рану и воспроизвести ее в главарь бандитов, но, к сожалению, это не так. Внезапно она понимает, что что-то в ее магической силе, по-видимому, меняется. И сразу после этого мы видим, как Запеканка получает известие о том, что Прата в одиночку преследовал лидера бандитов и сразу же встает, чтобы пойти за ними. Однако Фаюль останавливает его и советует сохранять спокойствие, напоминая ему, что в такие моменты вождь должен проявлять цельность и спокойствие по отношению к жителям деревни. Поэтому Фаюли приказывает одному из охранников позвать Куантро на поиски Пастри. Ниже мы видим Марка, который устраивает скандал в объятиях бандита, как вдруг они попадают в одну из ловушек, которые приготовил Прата, и падают с лошади. Впоследствии мы видим, как Прата приближается к тому месту, где они находятся, и бандит понимает, что Пастри несет ответственность за эту ловушку. Этот факт глубоко раздражает преступника, которому надоело, что Прата мешает ему. Поэтому он решает покончить с ним раз и навсегда, все для того, чтобы помешать ему использовать свою способность к репликации. Тем не менее, Прата гораздо лучше владеет мечом, чем я ожидал бы от мальчика его возраста. Несмотря на это, бандиту удается сломать его меч, и он собирается ударить его. Во время смены сцены мы видим приближающиеся сумерки, и Фаюль продолжает искать Патрика с помощью своей способности видеть на расстоянии, но не может его найти. Тогда Фаюль обнаруживает на земле меч Прата, разрубленный пополам, и воображает худшее. Имея это в виду, он тяжелым шагом направляется в главный дом, не зная, как сообщить эту новость Кассироле. Внезапно, когда он открывает входную дверь, он обнаруживает, что Прата на руках у его матери. Запеканка объясняет ему, что Пастри только что прибыл минуту назад с Марком на руках, которого он привел к себе домой. Однако его мать заснула, обняв его, отказываясь отходить от сына. Фаюл шокирован ситуацией, так как не может понять, как он мог не увидеть, как Прата возвращается домой. Отец Праты просит у него объяснений, но тот отвечает, что лучше отложить это на другое время, так как это довольно долгая история. Услышав это, Панероли расстраивается и требует, чтобы он раз и навсегда объяснил, что именно так и произошло. Тогда Басри рассказывает ему о том, что она наложила на него свою магию и использовала телепортацию. Затем он объясняет, что понял, что его магия позволяет ему копировать что угодно, если это что-то осязаемое или он видел оригинал. Это включает в себя заклинания других людей. Тем не менее, отец Прата, похоже, не удивлен, так как он предполагал, что это будет так. Поэтому он дает ему хорошую взбучку и предупреждает, чтобы никто не узнал, что у него есть эта сила. Он также указывает ему, что было неразумно использовать его таким образом, поскольку он мог оказаться внутри скалы или даже под землей. Впоследствии мы видим, что Кассироль беспокоится о своем сыне, поскольку если кто-нибудь узнает, что он может воспроизвести любой вид магии, они без колебаний прибегнут к нему, использовать кондитерскую в качестве оружия. Фаюль сожалеет о том, что позволил лидеру бандитов сбежать, и кастрюли могут только молиться, чтобы преступник умер, прежде чем он сможет все рассказать. На следующее утро мы видим, что Марк сидит на окраине города, и в этот момент кондитерская приходит за ним, чтобы навестить Луми. Марк говорит ей, что не смеет смотреть ей в глаза, так как сожалеет о том, что с ней произошло, и думает, что это ее вина в том, что она позволила себя одурачить. Поэтому Прата говорит ему, что плач ничего не исправит. Поэтому он должен попросить прощения у Луми, чтобы загладить свою ошибку. Имея это в виду, они оба направляются в дом Лумита, и Прата оставляет Гу и Луми в комнате, чтобы они поболтали, пока он приступает к работе. Яблочный пирог, который вы так давно хотели приготовить. Оказавшись на кухне, они решают сосредоточиться на том, чем они больше всего увлечены, на приготовлении десертов и на том, чтобы заставить окружающих улыбаться. Потом мы видим, как Марк извиняется перед Луми за то, что попался в ловушку бандита и причинил ей боль. Однако Луми говорит ему, что ему не нужно извиняться, так как в любом случае это была вина преступника. В этот момент в комнату проникает восхитительный аромат, а затем прибывает Прата с яблочным пирогом, предлагающим всем желающим. Вкус вызывает улыбку у мальчиков, которые впечатлены вкусностью десерта. Затем он предлагает им яблоки с сиропом, и, очевидно, попробовав их, они удивляются, что оба десерта из одного и того же фрукта, потому что последний был для них очень кислым. Тогда Прата объясняет им, что существуют сладкие и кислые яблоки. И с таким особым ингредиентом нужно хорошо знать, как их приготовить, чтобы приготовить. Гармонизируйте вкусы. Затем он замечает, что, по его мнению, то же самое происходит и с людьми. Тогда он говорит Марку, что у него есть уникальные качества, которые делают его особенным, и что благодаря им он будет сиять. Он объясняет ему, что этот опыт углубил его характер,
поэтому он должен использовать то, что он узнал, для улучшения. Он также говорит ему, что ему придется это сделать, если он хочет быть его слугой в будущем. И в этот момент в комнату входит Падре Эль-Хумита, расстроенный из-за того, что Марк причинил боль его дочери. Он говорит ему, что он должен компенсировать это, женившись на ней, поскольку он не верит, что с ее мятежным характером она сможет найти какого-либо кандидата. Услышав это, Марк очень-очень краснеет, и его лицо становится красным, как яблоко. Когда он слышит, как Эль-Хумита говорит, что принимает то, что сказал его отец, вы говорите ему. На сменной сцене мы видим, как Прата встречается с Кассиролем и Фаюлем и обсуждает, как раздобыть денег, поскольку разрушения, причиненные бандитами в 2 закрытых деревнях, стоили огромных трудозатрат и денег, в результате чего казна семьи опустела. Тогда Пастри предлагает позвать на помощь своих бабушку и дедушку, но Кассироли рассказывает ему, что когда они были маленькими, они с Агнес сбежали из дома, чтобы быть вместе, разорвав все связи со своими семьями. Это удивляет Прата, поскольку он знает, что в этом мире браки по договоренности являются нормой. Поэтому для него удивительно, что его родители пережили такую страстную любовь в юности. Позже мы узнаем, что Прата провел несколько дней взаперти в кабинете своего отца, думая о том, как заработать деньги, и только сейчас смог увидеться со своими друзьями. Марк говорит ей, что ему неприятно скрывать от нее что-то, но Луми поправляет его, говоря, что слово, которое она ищет, разочаровывает. С другой стороны, Пастри спрашивает Ламита, как у него с раной, и она бьет его в грудь, говоря, что с ним все в порядке, хотя он морщится от боли. В этот момент Марк говорит ей перестать притворяться и больше заботиться о себе. Видя это взаимодействие между его друзьями, Прата говорит ему, что они очень хороший брак. Тогда Марк отвечает ему, что он уже 1000 раз говорил ему, что они не пара. Потом они продолжают говорить о том, как получить деньги для деревни, а Ламита предлагает продать яблочный пирог в городе. Но Прата отмечает, что было бы трудно получить прибыль, так как им нужно много яблок. Поэтому Марк предлагает мне преподавать магию. Тогда Пастри спрашивает его, для чего он хочет изучать магию, и Марк отвечает ему, что с помощью магии можно делать много замечательных вещей, и что он разбогател бы, если бы мог ее использовать. Однако Луми раздражает его, говоря, что даже если бы он научился магии, он никогда не смог бы ее контролировать, и в итоге он был бы похож на курицу-гриль. После этого комментария они начинают ссориться, чтобы его друзья прекратили ссориться. Вмешивается Прата и говорит им, чтобы они прекратили флиртовать перед ним, так как он сыт по горло, пусть они делают такие сексуальные вещи. В результате Марк раздражается на него и говорит ему, чтобы он прекратил приставать к нему, сказав, что они двое встречаются. Тем временем Луми предлагает Пастри показать ему свои способности, чтобы посмотреть, не придумают ли они что-нибудь. В этот момент Эль Прата вспоминает свою прошлую жизнь, когда он оставался на ночь со своими товарищами, предлагая идеи по созданию нового десерта. Он, наконец, приходит к выводу, что 3 головы думают лучше, чем одна, поскольку это может быть полезно для поиска какой-то подсказки. Затем он просит их нарисовать на земле все, что они захотят. Затем он использует свою магию, чтобы воспроизвести то, что они нарисовали на земле в руках своих друзей. Тогда Луми с сарказмом говорит ему, что не ожидала, что он действительно сможет использовать магию, на что Прата отвечает, что она уже видела, как он использовал магию. После этой демонстрации Луми спрашивает его, может ли он сделать то же самое с домами или лицами людей, поскольку он думает, что было бы интересно увидеть объекты или лица, нарисованные на земле. Этот комментарий дал Проту отличную идею, поэтому он подходит к Луми, с трепетом берет ее за руки и говорит ей, что она гений. Он внезапно отпускает ее, увидев, что она краснеет. Продолжая идти к Марке, говорит ему, что он не собирался выходить за рамки своих отношений с женой. Последняя так устала от его шуток, что ничего ему об этом не говорит и позволяет ему уйти. Она быстро уходит в направлении кабинета своего отца, а позже мы видим, как повар отчитывает Агнес о состоянии счета семьи. Она понимает, что ситуация в доме хуже, чем она ожидала, но она не верит, что ее семья собирается им помочь. В этот момент Прата стучится в дверь офиса и говорит им, что он придумал способ заработать много денег. Затем они упоминают, что на днях говорили о том, чтобы найти ему пару Джесси. Домработница подтверждает ему, что поскольку ей уже исполнится 13, пора найти ей мужа. Поэтому она использует любую возможность, чтобы похвастаться своей дочерью на общественных мероприятиях. Тогда Прата объясняет ей, что это стало возможным благодаря тому, что она может использовать телепортацию, чтобы посещать разные места, чтобы представить ее. В случае с другими дворянами, они должны очень хорошо подумать, какие собрания посещать, и потратить много денег на мобилизацию, не считая опасности столкнуться с ней, с бандитами на дороге. Вот почему ему пришло в голову использовать свое умение копировать, чтобы делать портреты для знати. Затем он показывает им изображение своей матери на куске дерева, чтобы линьки могли делать портреты помолвки, чтобы показать своих дочерей большему количеству кандидатов, не путешествуя.
Кастрюли понимают, что делая это с помощью магии, нет никакого инвестиционного риска или затрат на материалы, поэтому они могут взимать от 5 до 10 золотых монет за такую услугу. Однако Фаби предупреждает их, что было бы опасно демонстрировать свои способности, так как они могут заподозрить истинную силу кондитера. Даже в этом случае Прота говорит им, что они не смогут скрывать свою силу вечно, и что на данный момент они могут сказать, что его магия заключается только в создании портретов. После этого его мать незаметно подходит к Проте и спрашивает, может ли она стереть морщинку, видимую на портрете. Во время смены декораций мы встречаем графство Ретес, одно из крупнейших на юге, насчитывающее более 50 деревень. Затем мы видим, что Кассерол и Эль Прота едут туда, чтобы попросить о встрече с графиней. Для нее это облом, потому что она убеждена, что они пришли только пожаловаться на то, что позволили бандитам сбежать. Тем не менее, ее советник уверяет ее, что ей не следует беспокоиться о джентльмене-крестьянине, и что она может быстро назначить встречу. Имея это в виду, они соглашаются встретиться с ними, и Прота в кастрюлях отводит в гостиную на чай. Увидев конфеты, расставленные на столе, кондитер не может не подумать о новых рецептах, которые можно попробовать. В этот момент мы узнали, что графиню зовут Бриашерет, и она явно приглашает их сесть. Тогда высоко оцени усилия Кассерола с его землями, потому что он слышал, что они очень преуспели, превратившись из пустынной пустоши в место полное жизни. Тогда ему признаются, что всем своим успехом он обязан своему сыну-кондитеру. Недоверчивая графиня думает, что он просто скромничает. Сочувственно обращаясь к кондитеру, говорит ему, что он должно быть очень гордиться своим отцом, и Прота пользуется тем, что она дала ему возможность высказаться, и говорит ему, что он очень гордится своим отцом. Он отвечает «да», на что она рассказывает ему, что недавно какие-то хулиганы вторглись на земли, которые они с таким трудом возделывали. К тому же бандитов было так много, что даже детям приходилось с ними сражаться. Графиня понимает, что Пастри необычный ребенок, поскольку он естественным образом затронул тему, которой она так хотела избежать. Позже она говорит ему, что она впечатлена тем, что он смог взять на себя обязанности аристократа своего возраста. Затем Пастри сообщает ей, что, честно говоря, когда допрашивали бандитов, они сказали, что приехали из графства Ретес. Из-за этой информации суд решил оставить ее без внимания. Тогда Прота говорит ему, что если у него есть сомнения, он может передать ему нескольких бандитов, которых они захватили. Если он их не узнает, он может передать их короне, чтобы они начали официальное расследование. Графиня говорит ему, что если предположить, что то, что они говорят, правда, наверняка это были всего лишь несколько бандитов, которым удалось бежать после недавнего истребления. Тогда графиня спрашивает его, какие у него есть доказательства, подтверждающие, что именно те же бандиты, о которых она говорит, вторглись на его землю. Поэтому Прота достает меч, который носил бы бандит с эмблемой семьи де Ретес, и говорит ему, что в его глазах они потерпели неудачу в своем деле, и я пытался их уничтожить. Поэтому эти бандиты дошли до Монтельса и нанесли неисчислимые потери. Тем не менее, они не намерены устраивать скандал по этому поводу. Однако, будучи бандитами округа Ретес, они надеются, что графиня примет этого внимания и будет щедра по отношению к Монтельсу. Услышав это, он предлагает заплатить соответствующую сумму за бандитов и предлагает 100 золотых монет. Прота упоминает ему, что он также должен принять во внимание ущерб, нанесенный монтеру, поэтому графиня увеличивает свое предложение до 130 монет. Тем не менее, Прота просит его сделать последнюю попытку. В конце концов, они приходят к соглашению, что они должны заплатить 150 золотых монет, условие, которое графиня с сожалением принимает. Затем она понимает, что то, что она сказала запеканкам о своем сыне минуту назад, было не скромностью, а правдой. После этого она прощается с Пастри, и тот извиняется за то, что когда-то был груб, на что она отвечает, что потерпела полное поражение в переговорах. Он также спрашивает ее, что она думает о закусках, так как она заметила некоторый дискомфорт, когда попробовала их. Прота вежливо говорит ей, что они были в порядке, однако она настаивает на том, чтобы он высказал свое мнение о сладостях. Тогда Прота признается ей, что чай был восхитительным. И она отвечает: «Я не против». Но печенье было очень приторным, и он начал давать ей советы по выпечке. Видя дерзость своего сына, запеканка бьет его по голове и просит извиниться перед графиней, но она говорит, что в этом нет необходимости, и выражает свое удивление, увидев, какой изысканный вкус у этого ребенка в его возрасте. Затем Прот поворачивается к графине и извиняется за то, что не принес подарка, вручая ей платок со своим портретом. Этот жест приводит в восторг графиню, которая теперь имеет лучшее мнение о Проте. На перемене мы встречаемся с герцогом Кадлсегом, который устроил вечеринку в честь совершеннолетия своего внука. Запеканки подходит к герцогу и с улыбкой благодарит его за то, что его пригласили на такой впечатляющий банкет. Затем герцог представляет своего внука по имени Эскуале, который заметно нервничает в присутствии запеканки, и это неудивительно, поскольку он герой войны. И его слава возросла, ее пели рабочие по всей империи.
Затем запеканка дает пастри возможность представиться, и он делает реверанс герцогу. Затем он поздравляет Эскуале с достижением совершеннолетия. Его такие плавные и красноречивые слова оставляют герцога в шоке, который понимает, что пастри намного более зрелый, чем его внук. В этот момент герцог упоминает совершеннолетие Праты, поздравляет его с этим и говорит ему, что слышал, что он был наделен способностью использовать магию. И так он просит продемонстрировать свою магию, и Прата подает ему официанту, стоящему рядом, салфетку, и сразу же появляется красивый портрет молодой женщины. Герцог впечатлен вашим мастерством, но кто действительно заинтересован, так это Скейл. Затем пастри предлагает портрет внуку герцога в качестве подарка на день рождения, упомянув, что он является частью его и Маркиса. Услышав это, герцог заинтригован, так как он не видел Маркиса на собрании. Герцог сразу понимает, что портрет принадлежит дочери Маркиса, и пастри подтверждает ему, что на самом деле девушка с портрета третья дочь Маркиса Хубарега, меня зовут мисс Петра. После этого Прата замечает, что перед тем, как прийти на вечеринку, они прошли через территорию Маркиса с помощью навыков своего отца. Тогда Кассероль добавляет ему, что, как вы знаете, Маркис находится в вечном споре с соседним королевством. Так как мисс Петра обычно не покидает своей земли, Маркис попросил его представить свою дочь. Выслушав все объяснения, мы понимаем, что Сквол действительно интересуется девушкой с портрета. Поэтому Козероли и Пастрия пользуются этой возможностью, чтобы пригласить его на празднование о совершеннолетии мисс Петры, добавив, что Маркиз был бы очень признателен за участие Сквейла в качестве знака дружбы. В этот момент герцог понимает, каковы намерения Пастри, дающий упомянутый портрет, и пытается отклонить приглашение, но его прерывает его внук, который охотно соглашается. Это расстраивает герцога, который не может поверить, насколько наивен его внук, не понимая, что они намерены жениться на нем. Вот кто просит его подробнее рассказать о вечеринке мисс Петры, но герцог пытается отклонить приглашение и спрашивает своего внука, как он планирует до нее добраться там. Пастри вмешивается, говоря, что ему не следует беспокоиться об этом, так как его отец может ему помочь. Затем Пастри звонит герцогу и говорит ему, что подозревает тайные намерения маркиза Убарега, поскольку он считает, что маркиз хочет закончить войну с соседним королевством, используя войска герцога. Например, это он хочет выдать свою дочь замуж за своего внука. Однако разъясняй, что это всего лишь домыслы. Герцог ценит информацию и говорит, что примет ее во внимание. Позже он объявляет, что также будет присутствовать на вечеринке мисс Петры. Если его внук найдет любовь, это будет хорошая история, которую можно рассказать королю. Позже он подойдет к Проте и спросит его о вкусах мисс Петры. Пастри рассказывает ему, что когда он навещал ее, он подарил ей печенье, которое испек сам, и, похоже, она очень любит сладости. Тогда это тот, кто просит его об одолжении, и главный герой, думая, что речь идет о приготовлении большего количества конфет, приходит в восторг, представляя различные варианты, которые он мог бы попробовать. Однако, прежде чем его разум продолжает блуждать, вот кто прерывает его воображение и спрашивает, может ли он сделать портрет Петры в более откровенной одежде. Здесь мы понимаем, что этот парень распутный, смирившийся с тем, что Прата думает, что молодые люди равны во всех эпохах и мирах. На смене декораций мы видим, что Кассероли вместе с Файолем обсуждает ход обновления деревень, и Файоли комментирует, что это стало возможным благодаря помощи Кассероли, что несколько необычно среди знати, ведь никогда не было слышно, чтобы лорд специально собирал деньги, чтобы раздавать их своим подданным. Кассероль объясняет ему, что он не был бы хорошим лордом, если бы держал свой народ в нищете. У Фаули нет другого выбора, кроме как признать, что доброта – одно из его качеств. Тогда отец Прота говорит ему положиться на Фауля, чтобы он своей работой компенсировал его излишнюю мягкость. Фауль отвечает, что в таком случае я должен быть по крайней мере немного милее с ним. В этот момент Прота входит в офис и, думая, что он говорит о конфетах, приходит в восторг, но они оба быстро объясняют ему, что это не так. После этого Пастри доставляет 2 письма герцога и маркиза своему отцу, прочитав их на мгновение, где он объявляет, что речь идет о конфетах. Хорошие новости, так как на какое-то время у них будет приток денег из-за того, что Сквейл и Петра очень скоро поженятся. Услышав эту новость, Прота с облегчением осознает, что стоило потратить столько часов на копирование портретов помолвки. В конце концов, эта картина заняла у него целых 2 дня, пока явно не была одобрена Маркисом. Кроме того, Кассероль сообщает ему, что они пришлют 30 золотых монет в качестве аванса. Услышав это, предложил ему использовать эти деньги для строительства роскошного особняка, но Кассероль говорит ему, что они должны использовать их для безопасности мисс Петры. Замечание его отца привлекает внимание Проты.
Так же, как и Панерола объясняет ему, что поскольку Петра будет праздновать свое совершеннолетие в семье, он не может позволить себе тратить эти деньги на строительство роскошного особняка. Столица, они попросили вас быть их сопровождающим на протяжении всего пути и вашего пребывания там. Тем не менее, есть много тех, кому это обязательство совсем не нравится, и поэтому от них ожидают, что они предпримут действия, чтобы помешать этому союзу. Фаю говорит ему, что в таком случае нет проблем, так как эта новость будет сообщена лишь немногим. И на данный момент Пастри указывает, что проблема в церкви, которая утверждает, что сохраняет нейтралитет, но в зависимости от суммы денег иногда развязывает ему язык. Тогда Фаю предлагает ему просто отказаться сопровождать Петру из-за сложности миссии. Однако знает, что ничто так не укрепит его положение, как завоевание доверия двух самых выдающихся фигур королевства, чтобы избежать как можно большего количества неудобств. Проте приходит в голову защищать Петру в церкви. Это оказывается лучшей стратегией, поскольку он мог бы сэкономить деньги на найме солдат. Наконец, Прата вручает ему еще одно письмо и сообщает, что это квитанция от торговцев за некоторые материалы. Доставив письмо, быстро решает покинуть офис, но его останавливает Кассерол, увидев, что указанная квитанция представляет собой бочку сахара и коробку яблок, которые стоят дороже, чем он ожидал. Целое состояние. В результате его ругают, и ему какое-то время не будут выплачивать зарплату из-за этого жестокого обращения с его стороны. Во время смены сцены мы видим, как Пастри и Кассероль встречают Эль Маркеса из-за большого количества людей, которые будут ехать несколько часов в карете. Эль Маркес приглашает их сесть и сообщает, что его две дочери уже на борту. Оказавшись внутри, мисс Петра сердечно приветствует его. Однако, когда наступает очередь его сестры Лекарин, она проявляет некоторую апатию, из-за чего Петра обращает на него внимание своим неуважением к кондитеру. Однако говорит, что проблем нет, и приступает к объяснению плана. Как только они доберутся до морской церкви, они будут телепортированы в столичную церковь, где мисс Петра останется в качестве предлога для церемонии освящения, до времени вечеринки. Позже они приходят в церковь, и первыми выходят Эль Маркес и Кассероль. На них внезапно нападают какие-то убийцы, так что девочки Эль Прата остаются в карете прикрытыми. Однако с ними слишком много бандитов, чтобы с ними справиться, и один из них проникает в карету. Но там находится Прата, который защищает девушек своим мечом. Как только опасность миновала, Прата уходит вглубь церкви, и мы видим, что Лекарин осталась позади. Поэтому она решает сопровождать его. Говорит ему, что ей не о чем беспокоиться, так как они защитят ее, и этот комментарий заставляет ее покраснеть. Из-за этого она размышляет о своем недавнем поведении по отношению к нему и понимает, что несмотря на то, что он старше, именно Патрик кажется более зрелым. На самом деле совсем недавно ей было грустно, потому что она думала, что выбрала его сестру за то, что она красивее. И в конце концов они попадают в секретную комнату в глубине церкви. Все готовятся к телепортации Эль Прата и его отца. Чтобы скрыть особые способности Эль Прата, они решают взяться за руки. Внезапно, в мгновение ока, они оказываются в столице, и девушки поражены такой силой. На смене сцены мы видим опального джентльмена из Дома Восхищения. Он планирует похитить госпожу Петру и для этого нанимает нескольких наемников. Бандиты соглашаются без особых комментариев, хотя считают подозрительным, что дворянин связывается с такими людьми, как они. Глава наемников понимает, что дворянин замышляет что-то гораздо большее, поскольку он хочет опорочить герцога Кейбла Сега, похитив невесту главнокомандующего армией. К тому же он подозревает, что дворянин стремится снискать славу, спасая мисс Петру, и, вероятно, надеется жениться на ней в знак благодарности. После этого Прата потрясен, увидев количество стражников перед столичной церковью. Его отец объясняет ему, что многие зрители собрались, чтобы помочь охране, в надежде завоевать расположение семей. Прата чувствует, что признает, что это имеет смысл, поскольку в доме такого бедного джентльмена, как ваш, не могло быть собрано так много охранников. Кастрюля говорит ему, что его последнее замечание было резким и ненужным. Ниже мы видим мисс Петру, которая нервничает из-за их предстоящей помолвки, и Прата, который слушает ее издалека, говорит ей, что ей не о чем беспокоиться, так как Сквер очень-очень добрый и хороший парень. Она отвечает, что уже знает, что Скали ей нравится, но что все происходит так быстро, что она не может не нервничать. В этот момент к ним подходит Маркес и говорит Петре, что сначала он начнет с церемонии их совершеннолетия. Тем временем мы видим, как в салон входит Фоюэль, который сообщает Кассероле, что весть о помолвке достигла самых дальних земель, поэтому он и его друзья отправляются в путешествие. Они оставили Контрагуо с семьей Дель Маркеса, и если бы что-то случилось, я бы немедленно предупредил их. Поскольку Панерола был занят охраной мисс Петры, он поручил Пасри сопровождать Лакрису.
Фаули дразнит Прота, говоря ему, что он должен сопровождать ее как настоящий джентльмен. Однако Пастри не обращает на него особого внимания и подходит к Ликарис, чтобы отвезти ее в комнату отдыха. Она настолько напряжена, что не считает нужным отдыхать, пока ее сестра находится на церемонии, но Прота пытается убедить ее, сказав, что расслабиться тоже важно. Затем он протягивает ей руку, и она с удовольствием ее берет. Когда они уходят, Фаюль говорит ему, что Эль Прота настоящий сердцеед. Но будь осторожен, чтобы не заставить девушек плакать. Тогда Пастри поворачивается и отвечает, что он на него не похож. Как только они исчезают из виду, Кассера хватает Фола за плечо и говорит ему, чтобы он не вбивал своему сыну в голову странные идеи. Позже церемония совершеннолетия пройдет гладко, и настанет черед мисс Ликарис. Затем отправь мисс Петру на церемонию помолвки. Однако все еще не может расслабиться, так как им нужно доставить всех в целости и сохранности до земель Марки после мероприятия. Фаби говорит ему, что вместо того, чтобы беспокоиться об этом, им следует уделять больше внимания, и что они оставили Пастри наедине с мисс Лакрис, и может произойти несчастный случай. Тем не менее, запеканка отвечает Пастри, что ей будет не так легко, как хранительница Лакрицы. Тем временем Пастри переживает неловкий момент из-за чрезмерной опеки со стороны фрейлины, которая не позволяет ему приблизиться. Внезапно Эль Прота слышит странный шум и слишком поздно понимает, что дыра в земле вот-вот поглотит его и миссис Ликарис. В этот момент Панерола и Бейбл слышат снаружи один и тот же шум, но когда они входят, уже слишком поздно, потому что Солодка и Пастери исчезли. Увидев это, Панероль приказывает Фоле унести Маркиса, а затем сразу же ныряет в огромную яму, оставшуюся в земле. Впоследствии мы видим, что Ликарис и Пастри потеряли сознание и связаны, чтобы не дать им сбежать. Прота просыпается первым, и вождь наемников замечает это, угрожая причинить ему вред, если он попытается сбежать. Он спрашивает его, почему он их похитил, но вождь высокомерно отвечает, что ему не нужно ничего ему объяснять. В этот момент Прота чувствует, что человек, с которым он разговаривает, является носителем магии и решает защитить Солодку, пока прибывает помощь. После того, как глава наемников покидает комнату, Ликарис просыпается, и Пастри говорит ей, что ей не о чем беспокоиться, так как они будут в безопасности, пока он с ней. Тогда Ликарис думает о том, что хотя она не знает почему, каждый раз, когда Пастри говорит ей, что защитит ее, она чувствует себя в безопасности. В подчиненном она насмехается над Протой, говоря ему, что он настоящий сердцеед. И Прота пользуется этой возможностью, чтобы выведать у него информацию, и спрашивает, что с ними будет. Подчиненный отвечает ему, что мисс Ликори в безопасности, но что они, вероятно, покончат с ним, как только закончат работу. Внезапно Пастри становится жертвой и говорит наемнику, что если человек, которого похитили, является дворянином, они могут попросить за них много денег. Услышав это, подчиненный задумывается, и Пастри понимает, что на самом деле главарь дворянин, и судя по месту, в котором он находится, он действительно дворянин. Тот, кто имеет дело с бывшим герцогом. Вот тут ты вспоминаешь, что перед тем, как принять заказ маркиза, они исследовали возможных подозреваемых, которые хотели причинить вред герцогу и маркизу. И один, в частности, привлек твое внимание. Тогда он решает использовать свое умение копировать, чтобы отправить своему отцу записку о том, где они находятся. Сразу после этого мы видим, что Кассер какое-то время бродил по пещере и не смог найти мальчиков. Когда он возвращается в комнату, он получает известие, что Маркет отдаст приоритет помолвке Петры, и они не смогут помочь в поисках. И, услышав это, фрейлина падает в обморок, потому что они бросили свою хозяйку. Выплескивая свое разочарование, требует, чтобы Кассероль был так спокоен, зная, что его сын тоже был похищен. Однако говорит ему, что если бы они похитили только Ликарис, он был бы обеспокоен. Но, находясь с миром, Трист уверен, что его сын скоро что-нибудь придумает. Внезапно над их головами появляется сияние, открывающее записку, отправленную Протой, в которой сообщается, что они находятся в доме бывшего герцога. Восхищаться. Немедленно Козеролис направляется к выходу из церкви, чтобы собрать как можно больше людей и таким образом спасти мисс Ликарис и самого Пастри. Заметив, как напряжен Панероль, Фаюль предлагает ему сначала послать за ним, чтобы найти мальчиков. Сразу после этого мы видим, что лидер наемников узнает, что похищенная сестра-близнец Петры, и автоматически решает избавиться от них. Почувствовав их намерение причинить ему боль, Прота телепортируется к ней, чтобы защитить ее от удара. Затем Проте удается освободиться и побеждает подчиненного, оставляя его наедине с главой наемников. После этого мы понимаем, что наемник был застигнут врасплох, поскольку он не ожидал, что Прота сможет сбежать, не говоря уже о том, чтобы победить одного из своих. С другой стороны, мы слышим, что помощь прибыла, и что Адмайр загнан в угол. Затем мы видим, что Кассероли и Глакаги уже находятся в комнате с Протой,
и тот просит Блокаги позаботиться об освобождении Солодки, которая все еще лежит привязанная на полу. Тогда лидер наемников понимает, что он загнан в угол и у него нет другого выбора, кроме как бежать. Поэтому он использует свою способность убегать, чтобы спастись. Немедленно Панкероло подходит к Проте, чтобы убедиться, что с ним все в порядке, и говорит ему, что однажды это избавит его от седых волос. Беспокойство. Со своей стороны он извиняется за то, что всегда доставлял неприятности своему отцу. Позже мы видим, что Фаюль прибывает с двумя джентльменами из дома герцога и маркиза, чтобы сопровождать Лекарис, но она хочет остаться подольше с Пастри. Однако Кассера приказывает джентльменам отвезти Лекарис к ее ближайшему отцу, поэтому она упускает возможность поблагодарить Пастри за то, что спас ее. Затем Кассероль комментирует Проте, что зачинщиком похищения был бывший герцог Армир, который во время войны 20-летней давности был убит. Судимый, чья семья была разгромлена за продажу информации врагу. Затем он говорит ей брать с всех пример, поскольку действия лидера одной семьи могут изменить судьбу всего его клана. Затем рыцарь герцога звонит Кассеролу, чтобы попросить его о помощи и объяснить, как все было на самом деле. Однако и он, и Прота оставляют этот район Фолия и сбегают с места под предлогом того, что они должны преследовать лидера наемников. Впоследствии Прота и Кассеролис обнаруживают, что идут внутрь особняка, и Пастри комментирует ему, когда наемник использовал свои способности и не почувствовал, что его преследуют. Его магическая сила была сильна. К тому же, если бы ему удалось сбежать, маловероятно, что он смог бы уклониться от войск, окружавших это место. Ему внезапно приходит в голову осмотреть комнату, где они сражались, и он говорит своему отцу, что если он хочет подняться наверх и не может, есть только один выход из дилеммы. Как раз в этот момент вы слышите голос наемника, говорящего, что он должен просто притвориться, что убежал, и подождать, пока враг уйдет, чтобы сбежать. Однако это было невозможно, потому что Прота обнаружил это, и теперь у него остался только второй вариант победить их, чтобы он мог сбежать. Увидев это, Запеканки становится на стороже, чтобы противостоять наемнику, но Пастри останавливает его и просит позволить ему встретиться с ним лицом к лицу. Перед началом дуэли появляется Прота и спрашивает хулигана по имени. Он говорит ему, что давно отказался от своей фамилии, но вы можете называть его Штрудель. Затем наемник изо всех сил набрасывается на главного героя, и доморощенный замечает, что у него идеальная поза. Однако Пастри удается заблокировать его атаку, и меч наемника полностью разламывается пополам, чем Прота пользуется, чтобы нанести ему удар, что заставляет его упасть на землю. Немедленно свяжи его, чтобы он больше ничего не пытался. Затем он спрашивает своего сына, как ему удалось победить его, и Пастри объясняет ему, что он использовал свою способность к копированию, чтобы превратить меч противника в камень. После этого Запеканка рассказывает ему о том, что чуть не убила его от испуга, и хлопает его по голове, называя его маленьким мошенником. Тогда Пастри отвечает ему, чтобы он просто сказал, что он умный мальчик. При смене места действия мы видим, что прошел месяц с тех пор, как это произошло, и состоялась официальная церемония помолвки Скалы и Петры. Затем герцог подходит к Кассероле и Эльпроте, чтобы поблагодарить их за помощь в объединении, на что отец отвечает, что он просто выполнял свой долг джентльмена. Затем Кассероль говорит ему, что герцог Скуалс выглядит очень превосходно. Дедушка Скуала признается, что хотя он кажется спокойным, на самом деле он очень нервничает, потому что девушка, в которую он влюбился с первого взгляда, теперь станет его женой. Напротив, Прота говорит, что считает это, который выглядит очень благородно и мужественно, на что герцог отвечает, что происходит из семьи, в которую он влюбился с первого взгляда. Такому выдающемуся человеку, как он, придется пересмотреть свое мнение о своем внуке. Затем Прота говорит герцогу, что хочет воспользоваться возможностью, чтобы кое-что прояснить для него. Заинтересованный Дука разрешает ему спросить. Тогда Прота говорит ему, что он чувствует, что в инциденте с похищением что-то не так. Бандиты были настолько опытными и дотошными, что подготовили несколько логовищ. Как и все, что планировалось, не может не задаться вопросом, как они могли совершить такую простую и фатальную ошибку, как похищение не той девушки. Это наводит вас на мысль, что они совершили эту ошибку, потому что получили неверную информацию о мисс Петре. К тому же вас удивляет, что опальный дворянин имел такое большое влияние, чтобы устраивать разные притоны. Так что вы не можете не думать, что ему в этом помогла третья сторона, и что кто-то извлек выгоду из падения бывшего герцога Армира. В этот момент герцог прерывает его и спрашивает, думает ли он, что он может быть этим кем-то, и Пастри отвечает ему, что он просто делает предположение, поскольку он не был. Детям нравится воображать абсурдные вещи, и вы не можете не дать волю своему воображению. С другой стороны, Прота говорит герцогу, что, как хорошо известно, земли Мантельса не дают обильных урожаев. Они думали о том, чтобы принять меры по этому поводу, но не знают, как двигаться дальше.
поэтому он надеется, что герцог с аукционный разум может оказать ему свою помощь. Герцог понимает, что Пастри загнал его в угол и спрашивает, что может случиться, если он решит отказаться. Тогда Прата отвечает ему, что в его возрасте дети очень разговорчивы, и он мог бы рассказать еще кое-что маркизу, который находится на другом конце вечеринки. Услышав это, герцог соглашается помочь ему, не протестуя, но прежде велит ему с этого момента выражать свои мысли вслух. В этом он признается ему, что надеялся покончить со своими врагами одним ударом, но он никогда не собирался причинять вреда невесте своего сына или кому-либо еще, не говоря уже о ее сестре. Хотя это правда, что мисс Лекарис подверглась опасности и глубоко обдумывает свои действия. Тем не менее, говорит ему, что он был очень смел, так открыто обвинив его, и сразу после этого Марк подходит к ним и приветствует его. Затем он говорит Пастри, что очень благодарен ему за то, что он спас его дочь. Затем он спрашивает его, не помнит ли он, что у него уже была церемония совершеннолетия, на что Прата подтверждает ему, что так оно и было. Маркиз добавляет, что он не сомневается, что кто-то с его талантами будет очень популярен среди дам в будущем, но никогда не рано начинать сядь. Он последовательно спрашивает его, есть ли уже кто-то, кто украл его сердце. Прата отвечает, что он еще слишком молод для таких вещей. Тогда маркиз спрашивает его, найдет ли он кого-нибудь по своему вкусу в будущем, выйдет ли он замуж. Запеканка вскоре понимает намерение маркиза и пытается остановить кондитера, но тот отвечает раньше, говоря, что он еще не встретил ту. И в этот момент маркиз спрашивает его, не хочет ли он жениться. «Как вы относитесь к своей дочери?» Прата отвечает ему, что мисс Петра уже помолвлена, на что маркиз уточняет, что он говорил о ее дочери Лакрисе. Поэтому Прата говорит ему, что нет никаких сомнений в том, что Лакрица прекрасная дама, но он еще не готов жениться. В этот момент маркиз напоминает ему, что минуту назад он сказал, что ждет указанного человека, и спрашивает, что не так с его дочерью. Герцог и запеканки понимают, что Пастри загнан в угол, и у него нет другого выбора, кроме как принять предложение руки и сердца. Внезапно маркиз и герцог созывают своих людей и объявляют о помолвке Пастри и Лекарис. Все поздравляют Прата, но он еще не знает, что происходит. Петра и это те, кто подходит поздравить его с помолвкой, проявляя больше энтузиазма, чем обычно. А позже мы видим, как Прата размышляет о том, что произошло, думая, что происходящее похоже на сон. К нему подходят ликеры, чтобы поблагодарить его за то, что он спас его в прошлый раз, и спрашивают, согласен ли он на ней жениться. Внезапно Эль Прата понимает, что видит ее намного красивее, чем раньше, и думает, что она будет тем человеком, который создаст его страну сладостей. Затем он говорит ей, что более чем доволен ею. Она счастлива его помолвкой, говорит ему, что очень рада это слышать, а затем просит свою фрейлину передать ему печенье, которое она испекла для него сама. Как только он проходит тестирование, он понимает, что Ликори перепутал сахар с солью, но все равно продолжает есть печенье своей возлюбленной, как если бы оно было самым богатым в мире мир. Во время смены сцены мы видим, что Кассера говорит своей жене, что ему есть что ей рассказать, но он просит ее не беспокоить его. Она думает, что это ненужная покупка, говорит ему, чтобы он говорил с уверенностью, так как она не рассердится. Вдруг запеканка покажет ему, что он приведет в дом другую женщину. Услышав это, Агнес теряет дар речи и думает, что эта ситуация не так уж необычна среди дворян. Однако Кассероль объясняет ей, что это юная леди из очень хорошей семьи, и что кроме того они близнецы. Внезапно Агнес вспыхивает от гнева и начинает его бить. Тогда Козероли просит ее не расстраиваться, так как Пастри я принимаю это обязательство. Услышав это, Агнес понимает, что все неправильно поняла. Запеканка решает оставить ее в покое, думая, что она расстроена новостями о невестке, но на самом деле мы видим, что она была очень взволнована тем, что в семье появилась еще одна дочь. Позже мы увидим, что новость о помолвке Прата с дочерью маркиза уже достигла графства Ретес. Это расстраивает графиню, поскольку западные земли вышли за рамки ее полномочий в общении с южными землями. Кроме того, она уверена, что герцог и маркиз увидели потенциал Прата, и поэтому обеспечили ему помолвку. Из-за этого помощник графини говорит ей, что было бы неплохо, если бы она вышла замуж за мальчика. Графиня отвечает ему, что если бы Пастри родился на 10 лет позже, а она на 10 лет раньше, он бы подумал об этом, но это явно не так. Услышав это, его помощница неловко кивает, потому что не думала, что он воспримет эту шутку так серьезно. Впоследствии мы видим, что герцог Каблсёк сдержал свое слово поддержать монтёров и прислал несколько деревьев акации. Эти деревья известны как преимущество пчеловодства, что побудило Марка спросить, что это значит. Эль Прата объясняет ему, что это дерево привлекает пчел, и его присутствие рядом поможет получить мед, важный ингредиент при создании сладостей, которые он хочет. Однако есть определенные проблемы с их выращиванием, и Ламита отмечает, что проблема заключается в нехватке воды и почвы.
поскольку в Монтере очень мало дождей, а почва очень твердая. Поэтому деревья вырастают только до определенного размера перед высыханием. Внезапно Проте приходит в голову, что было бы очень хорошей идеей построить водохранилище, чтобы у них была постоянная ирригационная система. С другой стороны, мы видим, что Фейл и Кен Соул сокращают прибыль за этот год, и примерно через 20 лет они наконец сокращаются в положительном выражении. Услышав это, Кен Соул не может удержаться от слез счастья. Затем он благодарит Фола, Контрао и Глассажа, так как без этого все это было бы невозможно. Тогда Фол говорит ему, что нет необходимости благодарить его, так как он давно решил, что последует за ним. К тому же они должны помнить, что все стало возможным благодаря Проте. Услышав это, Козерол приходит в восторг и отвечает, что они это очень хорошо знают, так как он считает, что его сын – божественный дар от Бога. Видя, как он так рад хвастаться своим сыном, Фаюль говорит ему, что у него есть хорошие и плохие новости, и что он должен выбрать, какие из них он хочет услышать в этот день-момент. Тогда Козероль говорит ему, что он хочет, чтобы это счастье длилось как можно дольше, поэтому он предпочитает сначала услышать хорошие новости. Фюли сообщает ему, что он получил 40 заявок на участие в новой деревне. Услышав это, Паньерлс приходит в восторг и замечает, что в таком случае им следует поторопиться с подготовкой к новой деревне. Впоследствии Фаюль говорит ему, что, похоже, Пастри начал еще один свой проект и уехал со своими друзьями в горы. Услышав это, Запеканки приходит в ужас, потому что он знает, что его сын всегда вовлечен, и с этим связано какое-то безумие. Сразу после этого мы видим способность копать прота, которую он скопировал у наемника, что было очень полезно для создания водохранилища высоко в горе. Он не может не быть взволнован, видя, что становится все ближе и ближе к воплощению в жизнь своей страны сладостей. Внезапно его друзья прерывают его фантазию и понимают, что его отец находится высоко над водохранилищем. Тогда пастор говорит своему отцу, что, возможно, он немного перебрал. Затем Кассероль ругает его и его друзей за то, что они действуют за спиной старших. На смене сцены мы видим, что прошел месяц с тех пор, как Пастри построил 3 водохранилища и подключил весь город к питьевой воде. Внезапно к нему подходит его сестра Джесси и вручает письмо, которое, по его мнению, принадлежит его невесте. Однако, когда он открывает его, он понимает, что это приглашение от Канденса де Ретеса на дегустацию чая. В конце концов, Прота направляется в кабинет своего отца, чтобы рассказать ему о приглашении, но не находит его. Вместо этого он обманывает Юли, которая говорит ему, что он подозревается в том, что его специально пригласили к нему. В этот момент прибывает Паньола и сообщает ему, что он уже получил известие о приглашении графини, когда она была в столице, хотя узнал об этом из слухов. Он также упоминает, что привел с собой очень особенного человека, и вдруг появляется Лакрис и говорит ему, что на данный момент он поживет у них некоторое время. После этого мы видим, как Прота ведет Лик Эрис в ее любимое место и учит ее делать конфеты. Однако из-за кухонной двери за ним шпионит его сестра, его мать и его друзья. Они очень взволнованы тем, что там есть невеста с макаронами, и хотят, чтобы их отношения развивались быстро. Пока Прота купается в карамельных яблоках, он решает разоблачить шпионов. Его сестра и мать быстро уходят на пенсию под предлогом того, что у них много дел, оставив позади Ламита и Амара, которых наказывает кондитерская, не позволяя им есть то, что она для него приготовила. Во время смены сцены мы видим, что отец Ликарис насторожен движениями графини де Ретес, так как он думает, что она что-то затевает со своим зятем. Чтобы помешать ей встать на чью-то сторону, он отправляет свою дочь Ликарис на ее сторону. Кроме того, их земля находится под угрозой со стороны соседнего королевства, и они могут напасть на них в любой момент. Наконец-то наступает день пира графа Заретеса. По прибытии их постоянно встречает помощник, который с уважением приветствует их. Прота благодарит за теплый прием, на что помощник отвечает, что его проинструктировали обращаться с ним с особой осторожностью и что кроме того его присутствием нельзя пренебрегать. После этого помощник представляет вас как почетных гостей графини, и в этот момент Прота пользуется случаем, чтобы рекламировать конфеты, которые он приготовил из лакрицы. Когда гости пробуют конфеты, они не могут не чувствовать себя в облаках. Прота говорит ему, что он намерен отправить их в подарок своим феодалам.